Всем привет! Harduse тестирование складного ножа Benchmade Contega. Нож использовался, он не новый, но механика в прекрасном состоянии. Режущую кромку я немного подточил на водниках Kasumi, примерно сохраняя фабричный угол. Ну, возможно, сейчас здесь немного меньше, по моим прикидкам около 20 градусов на сторону. Как видите, покрытие получило некоторые повреждения во время предыдущего использования. Это нож моего зрителя Максима, которому огромное спасибо, потому что я уверен, что после того, как Benchmade Adamas прекрасно прошел это тестирование, очень многим было интересно, а как же проявит себя еще один очень мощный складной нож от Benchmade со сталью М4, как покажет себя Contega. Ну и давайте посмотрим, как он себя покажет. Базовая проверка остроты на паракорде. Режет продавливанием всеми частями режущей кромки. Кабель. На самом деле без особых затруднений. Перед тестированием я отрезал этот кабель у себя на кухне другим ножом, который, ну, по моему мнению, гораздо более резучий, чем Contega, и мне было довольно тяжело. Я двумя руками продавливал, но здесь просто одной рукой, пушкат, без проблем. Режущая кромка, опять же, без никаких повреждений, ничего. Ну что ж, поехали. Банка. Я не знаю, видимо, это из-за стали, но он режет ее просто как масло. Я не могу понять, что это. Пока что особой остроты здесь нету, потому что угол достаточно большой. То есть он острый, но под большим углом это не то, чего я ожидал. Очень легко, можете посмотреть, и появились такие потертости на покрытии. Оно так конкретно стало сниматься. Это можно видеть с этой стороны гораздо меньше. Но вот тут вот эта сторона соприкасалась вот с внешней стороной банки. В общем, покрытие так обтирается. Видно, что слой здесь очень толстый, поэтому он прям сдирается как масло с бутерброда. Так, и в плане режущей кромки просто все идеально. Не знаю, никаких засветов, просто ничего. Я думаю, что паракорд сейчас тоже все покажет. Вообще никаких проблем. Все чистенько. Пока что прекрасно. Переходим к строганию алюминия.
очень бодро он точит эту сталь. Здесь все сейчас засыпано этими мелкими опилками. Покрытие, мне кажется, еще немного подободралось вот здесь вот у режущей кромки. Но, опять же, не до металла, это что-то такое еле заметное. Здесь вот тоже немножко так пообтерлось. Но не будем забывать, что здесь уже до этого было стерто прилично. И плюс сам алюминий остается на клинке тоже. Так, режущая кромка без проблем. Без проблем. Опять же, возьмем наш паракорд. В основание кончиком. Возможно, как-то кончик может чуть-чуть притупился, но режет продавливанием, как бы без проблем. Хорошо, переходим к тестированию кончика. Оцинкованный металл 0,8 мм. Нет, слишком долго не делал тесты. Забыл, что сейчас у нас на очереди проверка замка. 5 ударов обухом. Очень жаль, что на этой модели отсутствует отверстие под темляк. Мне кажется, это просто огромный минус такого тактического ножа. Ну, имеем то, что имеем. Вот такие отметины остались. Очень сильные 5 ударов. Нож не сложился. Появился микролюфт вертикальный. Мне кажется, будет слышно. Ну и 5 ударов передней частью теперь. О! Сложился. Причем, обратите внимание, замок не заходит почему-то. То есть вот аксис его заклинило. Пальцами я могу его протолкнуть. Вот я пальцами его протолкнул, но если я его оттягиваю, он не возвращается сам назад. На втором ударе. Давайте еще заталкиваю его пальцами. Все, к сожалению, все. И мне кажется, я даже знаю почему. Обратите внимание на лайнер. Вот там вот. Видите, там очень сильная вмятина, которая не дает аксису продвинуться вперед. И то же самое с этой стороны. Вон она. В общем, с двух сторон видно. Это вмятина. То же самое было на Адамасе, но не так сильно все-таки. Жаль. Я помню, что на Адамасе был более толстый вот этот вот пин усиленный. Я не сравнивал с Контего, не знаю. Возможно, тут он не такой толстый. Даже не знаю, что думать. Ну что ж, тогда переходим к тестированию кончика. Оцинкованный металл 0,8 мм.
буду бить по обуху деревяшкой, потому что здесь стеклобой. Не хочу испортить молоток. Мне кажется, он как в масло просто входил сюда. Посмотрим на кончик. Покрытие немного стало уходить с кончика. Но сам кончик без проблем. Возможно, небольшое вот затупление отсвечивает свет. Можно видеть. Цинкованный металл 1 миллиметр. Опять же, практически вообще без усилий он сюда входил. Кончик в прекрасном состоянии. Затупление, возможно, чуть-чуть усилилось. Так, ну и нержавеющая сталь 1 миллиметр. То же самое, вот несмотря на то, что я вижу вот визуально кончик там затупляется, немного так-то естественно повреждений нету, но все равно как бы затупление есть, но при этом входит он в металл просто нереально, он просто проваливается туда. То, что показывает вот эта сталь до этих пор в тесте, вот то, что она показала на банке и на вот пробивание металла, ни одна сталь пока что так себя не показывала. Это что-то особенное совершенно. Ну что ж, продолжим тестирование кончика в ковырянии деревяхи. Но мне кажется, очень достойно. Никаких проблем с кончиком. Очень мощно все.
Замок, кстати, во время работы стал заходить до конца, немного держит, ну то есть вот руками мне его не сложить. В кончике, в ковырянии кончика отлично. Мне кажется, все, что будет касаться стали в этом тесте, тут без нареканий. Дальше у нас рубка. Вот тут вот особенно жалко, что нет и темляка. Посмотрите на эти зарубки. Есть очень сильный вертикальный люфт. Но если я беру замок и пальцами подвигаю его к концу, люфт полностью исчезает. То есть здесь вот проблема именно вот в каком-то повреждении вот этого замкового узла на 100%. Потому что ни стоп-пин, ни пятка как-то особо не пострадали. Это вот та отметина, это просто следы обычного каждодневного использования. Вот. Поджимаю пальцами, все, люфта просто нету. Ну и напоследок батонинг. Вот это фальш-лезвие очень сильно снимает усилия, уродует молоток. Но при этом посмотрите, как он выгрызает. Если вот все удары приходятся сюда, хорошо удается перенести усилия.
жарко. Ну что, смотрим. После батонинга опять же есть вертикальный люфт. Поджимаем замок. Люфта нет. Ну, что-то минимальное может быть только. В плане других повреждений, ну, все в полном порядке. Откроем. Вот, да. Замок, конечно, к сожалению, подвел. Вспомнил еще одну вещь, которую я хотел сделать. Это проверка на прочность вот этого стеклобоя, потому что у многих он лопался здесь посередине. Единственное, что я хочу заметить, что на этом ноже стеклобой уже ломался один раз, и это стеклобой, который замененный уже новой модификацией от Benchmade. Не знаю, давайте возьмем какую-нибудь железку. О, блин. Вот и стеклобой. Вот он сломался. Ну, это были, конечно, сильные удары, но при этом его слабое место, конечно, вылезло. Я даже не ожидал, честно говоря. Да, ребят. Ой, вот это смех. Все-таки нашел, чем еще разочаровать Контега. Давайте подведем какой-нибудь краткий итог. Почистим клиночек. Значит, что мы имеем? Имеем в целом очень, конечно, мощный складной нож, гораздо прочнее некоторых, но при этом, скажем так, ожидания от него, по крайней мере, лично мои, были выше. Здесь ожидаемо повреждения на лайнере, но я не ожидал, что они будут такими сильными, что будут препятствовать именно ходу самой втулки Аксиса. Это, конечно, разочарование. И в конце внештатный тест вызвал поломку бэкспейсера. В принципе, и проблема у этого ножа с этим бэкспейсером, я его когда разбирал, я понял это, что винты, они проходят через него. То есть, если его вытащить, то нет никаких бонок, на которых бы сидели винтики. И это очень плохо. А ходить с поломанным бэкспейсером, который бы вот так вываливался или сюда, или не внутрь, повреждая клинок, это тоже не дело. Вот. Поэтому бэкспейсер, конечно, это прям болячка этого ножа, что ли.
Я не знаю, причем у людей они ломались от гораздо более малых нагрузок. Просто здесь я, конечно, это концентрированно все продемонстрировал. Вот. Но все-таки под конец, чтобы так подсластить пилюлю, я вынужден признаться, что в плане стали это просто класс. М4 показала себя отлично. Давайте проверим, кстати, остроту на паракорде. Что у нас тут? Тут кое-какие повреждения на речной кромке, кстати, появились. Вот как здесь. Такой засветик неплохой. И тут вот немножко тоже. Поэтому, конечно, ну, не 100 из 100, но очень-очень серьезно. Закрываем замок. Замок у нас теперь в ручном мануальном режиме работает. Можно его задвинуть и как бы пользоваться. Поэтому он, как бы, тут нужно признать, что замок не полностью выведен из строя. Это, кстати, мне кажется, плюс вот самой конструкции Аксиса как таковой. Значит, продавливание режет даже теми частями, где у него вот эти засветы. То есть, обратите внимание, ну, с минимальными какими-то надрывами. Вот. Это благодаря просто злющей резучести вот этой вот стали. М4 это быстрорез. И вот эта сталь, она очень злая, режет даже, несмотря на повреждения. Обратите внимание, как режет. Просто отлично. При этом повреждения есть. Это конечно, даже не похоже ни на что другое. Ну, как я и говорил, уже в разрезании банки эта сталь показала, что она, ну, работает не похоже ни на какую другую сталь из тех, что мы видели. Ну что ж, нож, мне кажется, отправится в гарантийный сервис Benchmade, если Максим мне разрешит. И там уже посмотрим, что с ним. Ну вот такая вещь. Кстати, совсем забыл сказать, чтобы не делать отдельное видео, по поводу эргономики. Скажем так, этот нож с виду, вот так вот, когда берешь его голой рукой, просто сжимаешь, он кажется гораздо страшнее, чем он есть на самом деле. Вот во время теста ножи, которые по-настоящему неудобные, они наминают мне руку даже через перчатку. С Contago такого не было. Это удивительно, но не было. Даже, не знаю, вот самый трудный тест — это строгание алюминия. И даже в нем как-то очень адекватно все прошло, просто на удивление. Поэтому это тоже момент, который стоит отметить. Поэтому в целом, конечно, очень достойный нож. Но кое-какие слабые места мы все-таки обнаружили. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.